Добрый день, мои дорогие призыватели, с вами Aqua и я с удовольствием приветствую вас на зимних Олимпийских играх Лиги Легенд, где вас ждет незабываемая битва между сильнейшими чемпионами. Каждый из них достоин стать лучшим игроком Лиги и носить звание чемпиона. Ну что ж, не будем терять время и переходим к нашему первому испытанию, которое будет проходить в лагуне барона Нашара. Итак, наше первое испытание называется «Притяни быка за рога». Победителем этого соревнования станет тот, кто сможет совершить следующую комбинацию ударов по сильнейшему быку в лиге Алистару. Победителем станет тот, кто сумеет притянуть или притянуться к Алистару и мгновенно подкинуть его в воздух. Если противник сможет хоть как-то ударить своего оппонента в этот момент, то эта комбинация не будет засчитана и придется начинать все сначала. И вот мы уже видим нашего первого участника этой битвы. Он тренировался годами, притягивая к себе души павших призывателей. Его острый крюк может достигнуть любую цель. Встречайте, трэш-чемпион. Я уверен, он как следует подготовился к данному соревнованию и не уйдет отсюда, не забрав чью-то душу в свою коллекцию. Но не будем забывать, что он соревнуется с трехкратным чемпионом этого соревнования. Его знаменитые красные перчатки повидали все игроки нижней линии. Приветствуем холодного как сталь робота. Бум-бум, Блицкранг. Игроки заняли свои места, и Алистар дает сигнал к старту. Игроки тщательно прицеливаются, и Трэш первый кидает свой крюк в Алистара, но он с легкостью уклоняется с помощью ускорения, и теперь у Блицкранга есть шанс на легкую победу. И вот она, красная перчатка в запуске, но Алистар моментально использует скачок и оказывается в другой стороне от Блицкранга. И снова Трэш кидает свой крюк, но Алистар тут же уклоняется с помощью часов в жоне. Моментальная реакция спасает Алистара уже во второй раз. Друзья, никто и не говорил, что это будет легко. И новая притяжка от Блица, но Трэш использует скачок и подставляет себя под удар вместо быка, показывая невероятный уровень игры. И снова Трэш тянет и попадает в быка, но Блицкранг задевает Трэша своим магнитным полем, и снова нету победителя. Кто же станет чемпионом этого состязания и получит золотую медаль? Какие еще уловки? Блиц просто пропал с поля боя и моментально притягивает к себе Алистара. И это, друзья мои, победа! Невероятно, что за хитрость продемонстрировал нам Блиц. Трэш просто вне понимания ситуации. Но здесь и ничего не поделаешь. Блицкранг становится 4-кратным победителем по притягиванию. Поздравляем тебя, наш дорогой Блицкранг! И мы переходим к нашему второму испытанию — прыжки в длину. В этом соревновании чемпионы могут использовать свои любые навыки, чтобы прыгнуть как можно дальше. Но игроки с телепортацией, к сожалению, не могут принять в этом участие. И вот наши три финалиста. Золотой медалист прошлых Олимпийских игр Пантеон, который с легкостью выиграл прошлые игры и пообещал, что сможет улучшить свой результат. Посмотрим, так ли это. Серебряный чемпион прошлых игр Скала Мальфит, который мечтает одолеть своего главного врага Пантеона. И наш новенький участник Зед, мастер теней. Даже и не знаю, как он смог дойти до финала, но дадим ему хотя бы хоть шанс. И вот прозвучал сигнал. Игроки тщательно размялись и приготовились к своим прыжкам. Пантеон, обсмеяв своих оппонентов, взлетает в воздух, оставляя своих противников далеко позади. What? После долгих поисков и ожиданий мы так и не смогли найти нашего фаворита, но у нас остались еще два чемпиона, которые будут сражаться за золото и звание истинного чемпиона. Мальфит готовится к своему прыжку, а Зед даже и не напрягается. И вот Мальфит прыгает через стену, и моментально за ним прыгает тень Зеда, и оба игрока стоят нога в ногу. Неужели это ничья, друзья мои? Но подождите, что происходит? Мальфит без сознания падает на землю, что означает, победителем становится мастер теней. Ох уж эти новички, им всегда так везет. Поздравляем тебя, Зед. И наконец-то мы дошли до нашего последнего испытания — стрельба на меткость. И целью наших чемпионов будет профессионально обученный мастер-каскадер Тима, который постарается увернуться от всего, что в него полетит. Пожелаем ему удачи. Итак, встречайте нашу тройку финалистов. Эзриэл Синее Пламя, самый юный участник этого состязания, но у него мощнейшая навигационная система прицеливания, которая видит всех и вся, независимо от дистанции. Джинкс — безбашенная хулиганка, но тут и говорить нечего, ее жажда что-нибудь взорвать или уничтожить и привела ее в финал этих игр. Зиггс — мастер взрыва. Зиггс пришел сюда, чтобы доказать всем, что взрыв является совершенным оружием убийства. И вот Тима замер в ожидании чего-то страшного. Наш Эзриэл, недолго думая, выпускает свое синее пламя в сторону Тима, и все в ожидании. Но Тима даже не смотрит в ихнюю сторону, и неужели это... Ах, в последний момент Тима использует скачок и уворачивается от пламени Эзриэла. Но Джинкс уже успела выпустить свою ракету, и она вот-вот настигнет Тима. И опять в последний момент Тима использует часы Жони. Тима начинает смеяться и радоваться, но постойте, мне только что сообщили о том, что нашему каскадеру неправильно передали информацию. Он уверен в том, что финалистов всего два.
И Зикс уже кинул свое новое оружие прямо в нашего маленького героя. Весь стадион замер в тишине и ожидании судьбы Тима и... Спасибо за ваше внимание, надеюсь, вы получили массу удовольствия от зимних игр Лиги Легенд. Тренируйте свои навыки и встретимся на полях правосудия.